хочу вам показать, как располагаются мышечные волокна друг относительно друга. Вот они, вот это одно волокно, вот это второе волокно, вот это третье волокно. То есть нормальные мышцы располагаются параллельно. Из-за этого мышцы работают легко. То есть может сжиматься и разжиматься. Если появляются включения какие-то между мышечными волокнами, то образуется мышечная дистрофия. Вот эти жировые включения, которые есть, это вот при мышечной дистрофии образуются. То есть что получается? Получается, мышечное волокно одно и мышечное волокно другое не находятся параллельно друг другу. То есть сжатие как такового не происходит, а происходит только растяжение. То есть как бы силы в мышцах нет, и силы в мышцах нет. Вот из-за этих вот жировых включений, которые мы видим в электронный микроскоп. При мышечной дистрофии Дюшена-Беккера что происходит? Вот эти вот включения, которые есть, они как бы мышечные волокна загибают в разные стороны. При этом мышечное волокно, оно растягивается, но сократиться оно не может. То есть вот эти включения, они не просто так образуются. Эти включения образуются в тех местах, где сами мышечные волокна, вот эти мышечные волокна, не такие плотные. Каркас мышечного волокна состоит из белка, который называется дистрофин. Если этого белка мало, мышца не может удержать себя параллельно друг другу. И любое включение жировое, оно отодвигает мышечное волокно, то есть оно не становится параллельно. Но вот это само жировое включение, вот оно образуется именно в тех местах, где очень мало дистрофина вот самих вот этих мышечных клеток. То есть она как бы затыкает мышечную клетку не только изнутри, но и снаружи. То есть получается, что вот это вот как бы жировое включение, оно вот эту мышцу, вот и вот эту мышцу, оно бережет. То есть чтобы оттуда из мышцы ничего не вытекло. Не вытекли все жизненно важные для мышцы элементы. Здесь уже достаточно серьезная проблема с мышцами при мышечной дистрофии Беккера-Дюшена. То есть вот уже мышечные волокна начинают разлагаться, вот они разлагаются, вот начинают отходить элементы, вот элементы крошатся. Вот так вот крошатся и мышцы при мышечной дистрофии Беккера-Дюшена. Включения, которые есть между мышечными клетками, вот они увеличиваются. То есть вот это состояние, как бы если переложить на состояние человека, это уже глубокая инвалидизация, то есть человек уже не может двигаться, и практически, если вот это состояние будет в мышцах диафрагмы или в мышцах сердечной мышцы, то образуется смерть. Когда ко мне обращаются с тем, чтобы помочь ребенку или взрослому человеку восстановить движение мышц, значит, что я должен сделать? На восстановление белка дистрофина я повлиять не могу, потому что белок дистрофин, он генетически заложен. Образуется такой белок, который мягкий, он не может удержать мышечную клетку. Но когда я воздействую вот на эти вот жировые включения. То есть если я начинаю выдавливать, то эти жировые включения начинают исчезать, и даже мышечная клетка, в которой не хватает дистрофина, она все равно, вот если это убрать, то она сомкнется. А если она сомкнется, то значит в ней появятся силы, чтобы произвести именно растяжение. То есть тогда можно вставать с корточек, подниматься по лесенке. И практически, если постоянно не давать возможности вот этим жировым включениям здесь появляться, вот в таком состоянии, то движение мышц можно продлить достаточно долго, может быть даже и дольше, чем у любого другого человека. На инсулине человек находится постоянно. Убери инсулин, человек умрет. Другие лекарства, которые применяются там от давления, предположим, чтобы давление нормализовалось, тоже человек постоянно. Также здесь, при мышечной дистрофии Беккера-Дюшена, мы должны постоянно воздействовать на мышцы. Если мы на них постоянно воздействуем, то мышцы начинают двигаться, даже если этот белок, который дистрофин, вырабатывается или не в полной мере, или вообще вырабатывается в плохом состоянии. Вот, то есть вот это состояние,
Конечно, очень трудно привести в норму, когда он находится в инвалидном состоянии и не может двигаться. Конечно, с ним работать нужно больше. С тем человеком, который только начинается мышечная слабость, но уже поставили диагноз Дюшена Беккера, мышечную дистрофию, с ним нужно работать, ну, просто постоянно, сделать какой-то определенный комплекс, и этот комплекс постоянно с ним работает. То есть это не займет очень много времени, но просто нужно работать постоянно. Но для этого нужно знать, как работать, нужно знать, что делать, и нужно видеть по динамике. Если динамика положительная, значит мы правильно делаем. Динамика не положительная, то есть отрицательная, значит нужно что-то изменить и где-то ее найти. Потому что в мире мышечная дистрофия Дюшена Беккера считается неизлечимой. Почему? Потому что мы не можем на ген воздействовать. Он как вырабатывал дистрофин несостоятельный, он так и будет вырабатывать. Поэтому пока на данный момент на ген воздействовать не можем. Но у меня улучшение, когда я делаю процедуры, улучшение у меня вот за счет того, что я воздействую, и вот эти вот липидные включения, они исчезают потихонечку исчезают, мышца выпрямляется и появляется движение. Вот это вот нормальное мышечное волокно. То есть она полностью закрыта изолентой, и оно гладкое. При диагнозе пилициуса Мерцбахера что происходит? Происходит потеря миелиновой оболочки у нервного волокна. Что вот оно волокно, и вот оно потеряло. То есть получается вот эти выемки. То есть в этих выемках электрический импульс, он не изолирован. И получается, что электрический импульс, когда проходит, да, он теряет какую-то свою силу. Из-за этого мышцы перестают двигаться. Плюс вот этот вот миелин, который отторгается, он попадает в мышечные клетки. Из-за этого и мышечная клетка тоже перестает двигаться. То есть сила в мышечной клетке теряется, первое, из-за импульса. И второе, из-за того, что вот эта миелиновая оболочка, которая вот здесь должна находиться, она тоже попадает в мышечную клетку. То есть там вот такая ситуация происходит. То есть когда воздействует на мышечную клетку, мы тем самым, первое, то есть восстановить миелиновую оболочку не представляется возможным. То есть я это сделать не могу, и это никто в мире не сделает. Я могу только воздействовать на мышечную клетку, то есть уменьшить там количество миелина, который попал вот из разрушения миелиновой оболочки, и улучшить биохимические процессы, чтобы митохондрия воспринимала хорошо тот недостаток того импульса, который идет в мышцу. Нормальная мышечная клетка, она напоминает вот такую клетку, состоящую вот из сетки рабица. Сетка рабица, которая вот здесь находится, она полностью покрывает как бы клетку, и в то же время туда войти внутрь клетки снаружи невозможно. То есть сетка рабица, вот эта, которая сделана, это так называемый белок дистрофин, который делает каркас клетки, и он не дает вытекать изнутри клетки наружу те вещества, которые нужны для жизнедеятельности клетки. Что происходит при дистрофии? При дистрофии получается, что пойдемте войдем внутрь клетки. При дистрофии количество белка ген не вырабатывает достаточное количество белка дистрофина, и образуются вот такие вот пространства. Через эти пространства начинают вытекать вот такие питательные вещества. Вот они покинули эту клетку. Все, у клетки уменьшаются эти питательные вещества. Вот это питательное вещество, другое, которое внутри клетки используется для строения клетки, для того, чтобы какие-то органеллы клетки могли жить, существовать. Вот через это выходит. Они начинают с лимфы выходить и попадают в кровь. И вот когда мы эти вещества находим в крови, да, мы говорим, что какая-то проблема в клетках существует. Наружу этих веществ в норме нет. Для того, чтобы сохранить эти питательные вещества,
клетка вынуждена клетка брать какие-то жировые отложения, делать внутри жировые отложения и затыкать бреши внутри этой клетки. Энергию дает митохондрии. Вот мы нашли митохондрии в клетке, и вот мы заткнули брешь. То есть митохондрии держат постоянно жировую клетку, жировых клеток много, то есть они и здесь, и здесь, и здесь. И митохондрии, соответственно, из центра переходят к периферии клетки. Они находятся митохондрии вот здесь. То есть если мы смотрим под электронный микроскоп, мы видим там очень много митохондрий, которые находятся на периферии клетки. Внутри клетки находится как бы два белка. Вот это вот будет у нас как бы ядро клетки, а с этой стороны находится актин, а с этой стороны находится миозин. То есть это белки клетки, которые участвуют в движении. То есть вот сейчас актин с миозином разошлись, и вот это состояние, которое сейчас находится, именно то состояние, которое находится при мышечной дистрофии Беккера. То есть сократиться мышца не может, или клетка сократиться не может, потому что нет митохондрий, которые находятся около актина и около миозина. Как только они, митохондрии, появятся около актина и миозина, то появится энергия, которая сможет сократить клетку. Сокращая клетку, вот эта сетка рабица, она тоже сокращается, как гармошка. Раз, сокращается и растягивается. Это в норме. Но когда митохондрии ушли к периферии, то вся энергия затрачивается на то, чтобы вот эти дырочки закрыть. Ну, не митохондриями, а теми жировыми отложениями, которые существуют. Когда это все закрывается, то клетка должна функционировать нормально. Но беда в том, что этих жировых отложений становится очень много. Они находятся везде. И эти жировые отложения начинают зажимать. Актин с миозином, вот так вот зажимают. И не дают ему двигаться. Актин и миозин, белки, они постоянно разрушаются, постоянно восстанавливаются. То есть здесь происходит не как вот такой застой, как вот здесь все лежит, а вот именно бесконечные какие-то химические реакции вот здесь происходят внутри клетки. Поэтому, когда мы воздействуем на мышечную клетку, и химические реакции еще лучше начинают происходить, и клетка более-менее освобождается для того, чтобы начать двигаться. Если постоянно мы будем держать клетку в том состоянии, в нормальном состоянии воздействия на нее, то тогда при мышечной дистрофии Беккера человек будет чувствовать силу достаточно длительный промежуток времени. Воздействие на мышцу нужно постоянно, то есть мы должны постоянно, потому что постоянно биохимические процессы происходят, постоянно образуются эти жировые отложения, а мы их должны, эти жировые отложения, постоянно убирать. Убирая эти жировые отложения, мы как бы освобождаем клетку для ее работы. Если воздействовать на мышцу, то мышца начнет свободно растягиваться и сжиматься. То есть человек будет жить обычной жизнью. Чем отличается мышечная дистрофия Беккера от мышечной дистрофии Дюшена, чтобы понятно было, потому что мы сейчас говорим о Беккере. А при Беккере вот эти вот промежутки, они небольшие. А при мышечной дистрофии Дюшена вот эти промежутки, вот они становятся вот такие. Вещества, которые выходят из клетки, они выходят очень быстро. И из-за этого эта клетка уже начинает замещаться или превращаться в соединительную ткань или в жировую ткань 15 годам. То есть 15 лет уже ребенок, который был, он практически становится инвалидом. А у Беккера промежутки, они небольшие. Вот, они небольшие. Вот, поэтому питательные вещества уходят меньше. Поэтому инвалидизация у пациентов с мышечной дистрофией Беккера, она возникает к 25 годам, к 30 годам, может быть, к 40 годам.